Сколько раз вы начинали ходить в спортзал? Сколько раз вы давали себе обещание, что с понедельника начнете бегать? У вас очень мощная мотивация начать заниматься фитнесом. Вы хотите кубики на животе. Вам нужна симпатичная упругая попка. Вы хотите сбросить лишний вес. Ходить в спортзал или бассейн модно и доставляет вам удовольствие. Но очень быстро вся сила мотивации уменьшается до нуля. Вы начинаете оправдываться отсутствием времени. Вы начинаете ходить группой, чтобы стимулировать друг друга, заставлять делать. Вы берете личного тренера, чтобы было стыдно отлынивать. Это помогает, но на очень короткий период времени. И снова прощай здоровый образ жизни. А почему так происходит? Почему, если вы взяли действительно хорошего тренера, то вы бросите еще быстрее? Какова истинная причина вашей лени? На все эти вопросы я отвечу в этом видео. Это канал «Аппаратная психотерапия Аудиокатарсис» и я ее автор и ведущий, доктор Родион Кузнецов. Вот уже больше четверти века я занимаюсь проблемой математической модели нервной системы. На этом канале я знакомлю вас с практическим применением этой модели. Каким образом знание принципов работы нервной системы поможет вам стать энергичным, работоспособным, счастливым, уверенным в себе человеком. Давайте я сегодня не буду углубляться в электронейрофизиологию. Не будем разбирать на клеточном уровне процессы в нервной системе. Давайте сегодня я максимально упрощу свой рассказ. Чтобы работала нервная система, есть только два источника – кнут и пряник. Мы должны испытывать удовольствие или боль. В легком случае дискомфорт. Между этими двумя источниками есть огромная разница. Энергия боли гораздо меньше энергии удовольствия. Следствием этой разницы является то, что каждый раз после испытанного дискомфорта или боли мы ощущаем утомление. В словарях я не нашел четких градаций, поэтому для себя я ввел следующую разницу. Усталость – это ощущение в теле после непривычной физической нагрузки. Утомление – это психологическое состояние. Вы чувствуете себя разбитым, слабым, без выброса молочной кислоты мышцами. Можно чувствовать усталость, но при этом быть в приподнятом, радостном настроении, лучиться энергией и счастьем. Как я уже сказал, эту классификацию я создал для собственного пользования. Вы можете взять для себя другие определения. Главное различать физическую и душевную, психологическую усталость. Вы будете удивлены, но механизмы развития усталости и утомления очень сильно различаются. Физическая усталость вызывается снижением АТФ в мышцах, накоплением молочной кислоты, нарушением обмена глюкозы. При психологическом утомлении никаких изменений биохимических показателей нет, но наше состояние гораздо хуже. Физическая усталость не заставляет вас бросать занятия спортом. Это делает психологическое утомление. Как я уже сказал, каждый раз, когда возникает боль, в ближайшем будущем возникает психологическое утомление. Возникает и нарастает дефицит энергии. Именно этот дефицит энергии и заставляет вас отказаться от физических упражнений. Как может быть спорт без боли? Фраза «без боли нет игры», «no pain, no gain» неправильная. Скажу больше, она вредная. Теперь перейдем к самой главной части этого видео. А что делать? Как эта информация вам поможет? Дам вам общий алгоритм действий. Дальше вы уже самостоятельно доработаете, чтобы он подходил именно вам. Главное правило – смотрите за своим настроением. Настроение должно в течение тренировки быть либо стабильно хорошим, либо оно должно улучшаться. Вам сейчас кажется, что я говорю какую-то глупость. Но вы сами, возможно, испытывали эти ощущения. В народе оно называется вторым дыханием. Во время тренировки вы чувствуете прилив сил и энергии. Второе дыхание не должно быть исключением, редкостью. Оно должно быть обыденным процессом на каждой вашей тренировке. Как этого добиться? Первый месяц ходите в спортзал только для того, чтобы получать удовольствие. Делайте только те упражнения, которые вам приятны. После выполнения которых вы не чувствуете утомления, ваше настроение не портится. Прислушайтесь к своему телу во время тренировки. Для вас будет открытием, что ваше настроение портится всегда при гипертонусе, перенапряжении определенных мышц. И это не те мышцы, на которые вы работаете, зачастую. Давайте поясню на своем примере. По молодости я занимался силовым троебоем, но я не достиг результата выше 3-го юношеского разряда. Для себя и других я объяснял это загруженностью, учебой, работой, генетической непредрасположенностью к спорту. А причина гораздо проще и гораздо сложнее. При выполнении достаточно большой нагрузки у меня появлялись боли в шее. Это мешало мне не только раскачать шею, но и бегать. Я всегда ненавидел бег, потому что в это время я напрягал мышцы шеи. Этот дискомфорт очень быстро вызывал утомление. Когда я понял, на что обращать внимание, то заметил, что сначала появлялось напряжение по задней поверхности шеи, а потом, буквально через несколько минут, настроение портилось.
энергия куда-то улетучилась. Если продолжать себя насиловать, то очень быстро появлялся стойкий рефлекс. Одна мысль о спортзале вызывает утомление, ухудшение настроения, дефицит энергии. Как думаете, как долго вы проходите в спортзал при таком настрое? Если вы пользуетесь услугами личного тренера, то процесс идет еще быстрее. Почему? Вы приходите к тренеру и говорите, что вы хотите прокачать, чего добиться. Грамотный тренер точно знает, какие упражнения приведут вас к результату максимально быстро. Но беда в том, что фитнес-тренера – это спортивные ребята и девчата. Они не испытывают боли и дискомфорта при физических упражнениях. Они от них кайфуют. И они искренне делятся с вами своими знаниями. Ни один из них не задумывается, что если какое-то упражнение доставляет вам боль, ухудшает ваше настроение, то вы не будете его делать. Каким бы потрясающим и результативным ни было это упражнение. Результатом этих занятий будет накопление дефицита энергии вами. И вы опять забросите свои занятия. Поэтому повторяю. Первый месяц ходите в спортзал только для того, чтобы получать удовольствие. Обратитесь за помощью к тренеру, но только для того, чтобы он показал, какие упражнения ведут к поставленной вами цели. Чем больше упражнений он вам покажет, тем лучше. А вы выберете из них те, которые делают вас счастливым, выполняются без дискомфорта, без боли. А самое главное, чтобы вы научились делать эти упражнения правильно, не уродуя свои суставы и мышцы. Согласно моим исследованиям, для создания стойкого рефлекса на получение удовольствия от процесса тренировки необходимо 3-4 недели. После этого ваше настроение будет подниматься от одной мысли, что вы на эту тренировку пойдете. Какой критерий того, что вы все делаете правильно? Ваше настроение. Вы должны выходить из спортзала, возможно, с физической усталостью, но бодрым и энергичным. Есть еще один способ. Я сам им пользуюсь. Во время тренировки я провожу сеанс аппаратной психотерапии аудиокатарсис. Я надеваю наушники и тренируюсь. Все остальное аппаратная психотерапия делает сама. Аппаратная психотерапия – это разновидность физиотерапии. Изначально она создавалась для восстановления нормальной проводимости нервных путей за счет уменьшения их электрического сопротивления. Подробнее о методе посмотрите в ролике «Как работает аппаратная психотерапия». Ссылку я оставлю в описании. Преимущество этого способа в том, что он работает только в существующем дискомфорте, с тем, который вы в данный момент испытываете. И если вы испытываете дискомфорт во время выполнения упражнения, то очень быстро этот дискомфорт сойдет на нет. Упражнение перестанет вас утомлять. Вы сможете сделать его больше и дольше. Минусом этого способа является то, что наушники достаточно большие, и уши будут потеть. Полотенце должно быть под рукой всю тренировку. Маленькие наушники работать не будут. Впрочем, внимательно прочитайте инструкцию перед проведением сеанса. Оба способа, о которых я рассказал в этом видео, работают. Проверьте их на себе. В следующий раз, когда появится мысль походить в спортзал, побегать в парке или еще как-нибудь заняться своим здоровьем. Подробнее о работе нервной системы можно прочитать в книге «Медицина, которой нет» или посмотреть другие ролики на моем канале. Будьте здоровы и счастливы. Занимайтесь спортом с удовольствием. Выходите из зала уставшим, но полным сил и энергии.